Привет! Тема революции 1917-1923 годов. Данные революции представляли собой революционную волну, которая включала политические волнения и восстания по всему миру. Это было связано с революцией 1917 года в России, беспорядками, вызванными последствиями Первой мировой войны. Восстания носили в основном социалистический и антиколониальный характер. Некоторые социалистические восстания не смогли создать прочные социалистические государства. Революции плюс коллапс Германской империи и отречение кайзера оказали длительное влияние на формирование будущего европейского политического ландшафта. Первая мировая война мобилизовала миллионы солдат, изменила политические силы и вызвала социальные потрясения. Из-за беспорядков вспыхнули откровенные революции, произошли массовые забастовки, и многие солдаты сбунтовались. В России Николай II отрекся от престола в ходе февральской революции в марте 1917 года. В дальнейшем был расстрелян большевиками вместе с семьей и 4 приближенными, плюс гражданская война. Многие французские солдаты сбунтовались в 1917 году и отказались вступать в бой с врагом. В Болгарии многие войска взбунтовались, и болгарский царь ушел в отставку. В Австро-Венгрии произошли массовые забастовки и мятежи, монархия Габсбургов рухнула. В Германии ноябрьская революция 1918 года серьезно угрожала Германии, но в конечном итоге потерпела неудачу. Италия столкнулась с различными массовыми забастовками. В 1922 году в Греции произошло восстание, антиправительственное восстание, охватившее сухопутные войска и военно-морской флот Греции. Турция пережила успешную войну за независимость. По всему миру происходили различные другие протесты и восстания, вызванные потрясениями Первой мировой войны и революции 1917 года в России. В ходе февральской революции была свергнута монархия. Последовал период нестабильности, большевики захватили власть во время Октябрьской революции. Большевики вскоре вышли из войны с большими территориальными уступками по Брест-Литовскому договору и сражались со своими политическими соперниками, включая военное вмешательство стран согласия Антанты и центральных держав, гражданскую войну в России 1917-1922 годы на стороне белого движения во время гражданской войны в России. В ответ на влияние Владимира Ленина на большевиков, формирующийся Советский Союз, антикоммунистические силы из широкого спектра идеологических фракций боролись против большевиков, особенно контрреволюционное белое движение или белая идея, и крестьянские зеленые повстанцы, различные националистические движения в Украине и другие потенциальные новые государства, плюс Тамбовское восстание, одно из самых крупных во время гражданской войны в России крестьянских восстаний против власти коммунистов. К 1921 году истощение, крах транспорта и рынковые угрозы голода заставили многих восстать против коммунистического государства. Например, сюда относится Кронштадтское восстание, вооруженное выступление в марте 1921 года гарнизона крепости Кронштадт, экипажей кораблей Балтийского флота и жителей города против диктатуры большевиков и проводимой им политики военного коммунизма. Однако антибольшевистские силы были не скоординированными и дезорганизованными, и все они действовали на периферии. Красная армия, действовавшая в центре, разгромила их и восстановила контроль. Полный провал революции, исходящих от коммунистического интернационала, показал, что большевики перешли от мировой революции к социализму в одной стране – России. Был всплеск мирового коммунизма. Проходили протесты, демонстрации, все оказались неудачными. Однако ноябрьская революция в Германии оказалась решающей в отречении кайзера и коллапсе Германской империи. Это помогло убедить законодателей Великобритании начать отмену разрушительного эмбарго в отношении страны. Ленин видел в ноябрьской революции возможность положить конец экономической изоляции новообразованной Советской России. Несмотря на амбиции в отношении мировой революции, широко распространенное движение Коминтерна имело больше неудач, чем успехов. После Второй мировой войны Красная армия оккупировала большую часть Восточной Европы, и коммунисты пришли к власти в Прибалтике, Польше, Венгрии, Чехословакии, Румынии, Болгарии и Восточной Германии. В Ирландии, тогда входивший в состав Соединенного Королевства, вооруженное пасхальное восстание 1916 года опередило своими позициями войну за независимость Ирландии 1919-1921 годов. Ирландское движение того времени было преимущественно националистическим и популистской формой радикального республиканизма, и хотя оно занимало левые позиции, включало социалистов и коммунистов, оно не было коммунистическим. Ирландия и Советы, тем не менее, нашли общий язык в своем противостоянии Великобритании и пытались вести переговоры, торговые отношения, однако британский историк Эдуард Халлет Тедкар позже прокомментировал
прокомментировал, что переговоры не были восприняты очень серьезно ни одной из сторон. И Ирландия, и Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика были государствами-изгоями, которые были исключены из Парижской мирной конференции. Столкновение между радикальным республиканизмом и консервативным монархизмом также было в центре политического конфликта в Греции. В годы, предшествовавшие войне, Греция участвовала в Балканских войнах. Первая мировая война, которая привела Грецию на сторону победителя против ее старого соперника Османской империи, в дальнейшем обернулась национальным расколом. С одной стороны, сторонники Элефтериуса, Кириаку, Венизелоса были либеральными, прогрессивными, националистическими, поддерживали Францию и Великобританию во внешней политике и стремились к глубоким демократическим реформам. С другой стороны, монархисты были консервативными, клерикальными и традиционными. Они поддерживали Германию во внешней политике, поддерживали мощную политическую роль короля. Между 1919 и 1922 годами Греция вела войну с Турцией, чтобы воспользоваться распадом Османской империи и приобрести территорию, населенную греками. Катастрофа Греции в битве при Думу-Пенаре вызвала дискредитацию ее консервативного и монархического истеблишмента. Армейские мятежи и народные восстания в 1922 году привели сначала к военному перевороту, за которым последовало отречение короля Константина I в 1923 году и отмена монархии и создание Второй Греческой Республики в 1924 году. Этот период нестабильности продолжался до конца межвоенного периода. Испания, несмотря на свой нейтралитет во время войны, также пострадала от беспорядков между радикальным республиканизмом и консервативным монархизмом. Реставрация бурбонов в Испании была парламентским режимом, но консервативным, который недостаточно представлял народные классы и придавал монарху важную политическую роль. В 1917 году Союз радикальных республиканцев, социалистов и недовольных офицеров предпринял попытку демократической революции. Но она провалилась, однако после войны критика конституционной монархии усилилась, поскольку международный климат оказался благоприятным для республиканских или демократических институциональных изменений. Забастовочные движения распространились в период с 1919 по 1923 год, что привело в частности к эскалации военизированного конфликта между рабочими и работодателями в таких городах, как Барселона. Тем временем Испания вступила в войну в 1920 году, чтобы сохранить контроль над последними остатками своей колониальной империи, кульминацией которой стало катастрофическое поражение в битве при Анвале в 1922 году, что окончательно дискредитировало конституционную монархию. Перед лицом широко распространенных социальных волнений и институционального паралича генерал Мигель Примо де Ривера потребовал власти и был назначен королем Альфонсо главой правительства с диктаторскими полномочиями. Революционные демократические движения 1916-1922 годов были остановлены установлением военной диктатуры, которая продлится до периода Второй Испанской Республики 1931 года. Мексиканская революция, которая к 1915 году выродилась во фракционную борьбу между повстанцами, более радикальные силы уступили позиции более консервативной. Последняя крупная группа контрреволюционеров прекратили свою вооруженную кампанию в 1920 году, и борьба за власть на некоторое время утихла после того, как генерал Альваро Обрегон Солида подкупил и убил своих бывших союзников и соперников, но в следующем десятилетии произошло убийство Обрегона и других, неудачные попытки военного переворота и массовое восстание Кристерос, военные конфликты в Мексике между федеральными силами и повстанцами Кристерос, боровшиеся против положений Конституции 1917 года, направленных на ограничение роли римско-католической церкви в стране. В марте 1919 году произошло восстание, характеризовавшееся серией беспорядков и протестов мальтийского населения, первоначально как реакция на рост стоимости жизни после Первой мировой войны и увольнение сотен рабочих с верфи. Это совпало с народными требованиями самоуправления, в результате чего одновременно с беспорядками была сформирована Национальная ассамблея. Это резко усилило восстание, так как многие люди выражали свою поддержку ассамблеи. Британские войска открыли огонь по толпе, убив 4 местных жителей.
Египетская революция 1919 года, революция против британской оккупации Египта и Судана, была осуществлена из разных слоев общества после изгнания по приказу Великобритании революционного лидера Саада Загула в 1919 году. Революция привела к признанию Великобритании независимости Египта в 1922 году и принятию новой конституции в 1923 году. Британия, однако, продолжала контролировать то, что было переименовано в Королевство Египет. Британцы имели влияние и сохраняли контроль над зоной канала, Суданом, внешними военными делами Египта. Фарук I наследовал трон в возрасте всего 16 лет. Встревоженный Второй Итало-Абиссинской войной, во время которой Италия вторглась в Эфиопию, он подписал англо-египетский договор, который требовал от Великобритании вывести все войска из Египта к 1949 году. Исключение Суэцкий канал. Во время Второй мировой войны британские войска использовали Египет в качестве основной базы для своих операций. Антибританские настроения росли после войны.